Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я сделаю обзор по таким вот следочкам, как я их вязала. Связаны тунисским вязанием полностью, и верх, и подошва, витражные такие. Значит, краткий обзор, потому что цветов много, рядов много. Провяжу на видео самые основные моменты, расскажу по схеме, свои расчеты также расскажу. Ну вот в таком плане сделаю сегодняшнее видео. Значит, пряжа у меня, цвета подбираем любые. Главное, чтобы это смотрелось красиво. У меня пряжа турецкий акрил, 100 граммах 240 метров. Вязать я буду, крючок у меня номер 2,5. Подошву я буду вязать крючком номер 3, так как я вяжу очень плотно. И верхняя часть цветов много, она получается больше. Поэтому вот я на низ взяла крючок номер 3. Вот опять, если вы вяжете свободно, то можете продолжать крючком номер 2. Боковые стороны я обвязала обычным крючком. Единственное, верх свою обвязку я сделала на 4 спицах номер 2,5. Вот так вот. Значит, дальше что у нас? Что у нас дальше? Для удобства я нарезаю вот так вот пряжу, чтобы потом в конце каждого ряда эту нитку просто вытягиваю. Черный цвет я несколько моточков вот таких вот нарезала, потому что я буду присоединять разные нитки. Потом мысок провяжу, и по изнанке уже будет понятно, как это выглядит. Так, далее по размерам подойдут на 37, 38, 39, 40, на любой размер. Значит, вот нарисовала схему, вязала, могу сказать сразу, на глаз. Вот эти вот цветные фрагменты делала. В интернете много есть схем, мозаика, витражи, но я подгоняла под расчеты под свои. Значит, схему я вот эту вот сделала, это они у меня по ширине на 39 размер проходят. На размер 37-38 здесь у меня по ширине 29 петель. На размер 37-38 на 2 петельки меньше сделаем, 27 оставим. Начало у меня 13 петель, я думаю 37-38 тоже 13 оставьте. Если уже ножка совсем узенькая, ну тогда уже можно начать с 11. Ну и соответственно по схеме на одну петлю получится с краев вот этих вот у вас меньше. Так, высоту что я провязала? 30 рядов высоту провязала. Опять же, замеряю в сантиметрах потом отвязанные детали. 30 рядов, 39 размер проходит. 37-38 на пару рядов провязываем меньше. Ну и также боковые стороны. У меня 26 рядов. Опять же, 37-38 на 2-3 ряда провязываем меньше. Опять же, ориентируемся по сантиметрам по своей ноге. Так, ну и вот потом, что потом? Потом уже по ходу вязания обвязку сделаю, подошву. Значит, а сейчас мы начинаем вязать по схеме. Набираем 13 воздушных петелек. Первый ряд провязываю. Со второго ряда начинаю делать прибавки. Схема у меня также будет на канале графа записи. Там фотографии и схемы можно там взять. Сейчас я видео поближе камеру опущу. И можно сделать скриншот. Вот так вот можно. Здесь в схеме, что самое главное, даже если вы где-то в этом цветном фрагменте ошиблись и повернули не туда, самое главное, чтобы каждый этот цветной кусочек был окантован черной вот этой вот полосой, так сказать, отделен от другого. Вот. Смысл в этом тогда и выглядит хорошо. Так, подвину теперь верхнюю часть. Вот так вот. Так что это вот прям один к одному, как я нарисовала. Правила такого нету. Можете здесь сами регулировать. Можно до конца провязать, допустим, зеленым цветом. Это уже вот как удобно. Я даже вот здесь черным зарисовала, хотя у меня серый до конца провязанный. Так, пряжа черная, поэтому так думаю, что ничего здесь видно не будет. Вот поэтому я и сделала обзор. Смотрите, мы сейчас набрали воздушных петелек 13, да?
И следующий ряд, кто вяжет вместе со мной, те уже знают, очень много видео, где я полностью провязывала начало вместе с накидами. Первый ряд я ввожу крючок в каждое звено, захватываю ниточку и вытягиваю петельку. Так на спице, на крючке получается 13 петель. И потом возвращаемся обратно. И со следующего ряда уже начинаю делать добавки. Вот, 2 ряда у меня получается черным, и следующий уже идет узор. Захватила нить и по 2 петли возвращаюсь обратно. Пришли на начало ряда. Следующий ряд у нас по схеме идет первая добавка, будет 15 петель на спице. Значит, первая на спице, добавки в этот раз буду делать накидами. Вторую провязала, накид на себя сделала. Далее провязываю до конца ряда все петли. И не довязывая 2 петель, сделаю 1 накид. Осталось 2 петли на спице в конце ряда. Добавила еще одну, накид сделала на себя. Предпоследнюю провязываю. И последнюю я ввожу крючок под крайние 2 дужки. Здесь, конечно, не видно. Захватила нить, вытащила. И опять захватила по 2 петельки. И возвращаюсь в начало ряда. Так, провязываем, идем в начало ряда. Вот у нас накид. Захватываем, как он провязывается. И как петлю вы провязали. Все, провязала я 2 ряда. Следующий ряд. Идем далее по схеме. Смотрите, у нас начинается желтый цвет. Значит, здесь нужно было последнюю петлю сразу сделать можно желтым цветом. Вместе с добавкой у нас получается 4 петли. Считаю все с кромочными. Так, вот она первая желтым цветом. Вторую провязали. Далее, что у нас по схеме идет? 1, 2, 3, 4. Одна добавка, 1 накид. 3 и 4 провязали. Далее 1, 2, 3, 4. 4 черных. Провязываю 4 черных. Четыре розовых. Подвязываем розовый цвет. Хвостов будет много, но они легко убираются потом. Пока нити присоединяем, будут хвосты. 4. Так, одна розовая. Подвязали. Вторая розовая. Третья и 4. Далее одна черная после розовой. Опять я черный цвет. Новую нитку. Подвязала черный цвет. И что у нас заканчивается серым цветом, 4 петли серого цвета. Так, вот он, накид. Здесь мы его провязываем. Провязали серым цветом. Далее 1 накид сделала. Предпоследнюю провязала серым. 3. И кромочная 4. Все, провязали. Теперь возвращаемся. Каждый цвет над своим цветом я сразу провязываю по 2 петли. Через первую протянула и через вторую протянула. Так, провязали нити, сзади перебрасываю. Подняла черный цвет, провязала черным цветом. Следующий у нас идет розовый. Провязали розовым.
Далее 4 черных. Перебросила. Провязала 4 черных. Желтый последний. Так, перебросила. Желтым провязали. Так, первый ряд узора провязан. Второй ряд, что у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 желтых вместе с накидом. Смотрите, у меня вот далее не в каждом ряду накиды, а 1-2 раза через ряд я сделала, чтобы закруглить мысок, чтобы он не был сильно таким вот острые углы, чтобы не были. Так, теперь желтым цветом вяжем далее опять по схеме. 5 петель. Первая на спице, да. Вторую мы провязали, сделали один накид. Четвертая и пятая провязали. Одна черная по схеме идет, провязываем. Нить подняли, одну черным провязали. Далее 2 петли зеленым. Опять где у нас зеленый цвет, подвязываем, провязываем 2 петли зеленым. Один, два, провязали. Одна петля черным. Ну вот здесь пока маленькое расстояние 2 петельки, я не подвязываю черную нить, делаю протяжку. Если расстояние уже идет большое, 5 петель, 6 петель, вот здесь некоторые цветные фрагментные, господи, заговорилась, много петель, там я уже вот подвязываю несколько, протягиваю их. Но стараюсь так, чтобы вот эти вот цветные кусочки не перетягивать черной нитью, тогда полотно ровно смотрится. Не такое плотное. Так, одну черным провязали. Далее, что у нас идет? Смотрите, 4 розовых. Читаем схему. 1, 2, 3, 4. 4 розовых петли. Значит, провязываем 4 розовых. Это я для тех, кто хочет связать, но вот не знает как, поэтому пытаюсь объяснить. Подняли розовую нить, провязываем 1, 2, 3, 4. Провязали. Далее одна черная. Я когда вязала, вот как вроде бы лего-конструктор, детальки делаешь. Вот, не знаю, мне очень увлекательно было. Такой цвет. И многоцветие, я не знаю, нитку утягиваешь, не напрягает. Вот, мне сложно. И в конце ряда 4, 1, 2, 3, 4, 5. Да? 5 серых у нас получилось в конце. Провязываем. Одна серая, вторая серая. Одну набросили. Предпоследняя. Четвертая. Что-то серый цвет у меня немножко проблемный. Какой-то разъединяется нитка. Вот все. 5 провязали. Начало положено. Дальше проще пареной репы. Вяжем все по схеме. Возвращаемся в начало ряда. Захватили нить и по 2 петли возвращаемся. Так, пришла в начало ряда. Что у нас дальше идет? Третий ряд. 4 петли вместе с прибавкой. Ну, давайте еще этот ряд провяжу. Дальше уже будем вязать по схеме. Первая на спице. Вторую провязали. Третья у нас накид добавили. И вот четвертая. Накид из предыдущего ряда не теряйте. Провязали. Далее 2 петли у нас идет черным цветом. 2 черным провязали. 3 петли зеленым. 1, 2, 3 провязали. Далее, что у нас? 3 петли зеленых, 1 черным, 4 розовым. Так, можно подвязать здесь опять черный цвет. Это 3-4 нитки у меня черных в работе участвуют. Одну черную провязала. Далее поднимаю розовый цвет. 4 розовым, да? 1, 2, 3,
4 розовым провязала. 1, 2, 3, 3 черным. Так, 3 черным, 1, 2, 3, 4. И 4 серых должно быть вместе с прибавкой. Значит, здесь у меня осталось 3 петли серых. Вот он накид подняла, провязала его. Вторую добавила. Третья и кромочная 4. Вот так вот вяжем по схеме. 4, да? Так, что у нас здесь, правильно? 1, 2, 3, 4. Угу. Вот, все, теперь захватили и возвращаемся обратно. Значит, сейчас провяжем мысок до разъема. На 39, как вот у меня по схеме 30 рядов. Размер меньше провязываем, как я уже сказала, на пару рядов меньше. Далее я опять к вам вернусь. Сейчас пойду провяжу. Что у нас получается на изнанке? Вот эти хвосты я потом в конце видео буду их зачищать. Ну вот, черная между ними, и поэтому квадраты будут вот такие. Тут еще не очень понятно. Значит, вот так вот провязываем, а потом перейдем на боковые стороны. Провязала я мысок. 30 рядов, как я говорила, у меня высоту. Значит, в сантиметрах это 12 сантиметров. В ширину 10. Теперь что дальше? По изнанке можно сразу хвостики зачистить, потом меньше останется. Я вот здесь половину уже зачистила, осталось 2. Так, что я делаю? Крючком вот этот вот хвостик, протягивая его вот так вот под ниточками, подтянула влево, вправо, вверх, вниз. При необходимости можно вот так вот его подвязать, узелок тут такой вот сделать, и опять вниз, вверх. Еще раз. Все. И обрезали. Ну и также остальные. Теперь замерили, хвосты зачистили. Что у нас дальше идет? Вяжем сначала правую половину, потом отступаем 5 петель и точно так же вяжем левую половину. Продолжаем вязать по узору. Как я уже говорила, высоту у меня будет 26 рядов, 37, 38, 24. Провяжите. Так, провязала сейчас 2, 4, 6, 8, 10, 12. И возвращаюсь обратно, и на этих 12 петлях продолжаю вязать. Значит, если у вас было 27 петель, меньший размер, да, тогда что мы сделаем? Опять же, посередине оставим 5 петель. Это получится 27, 22, по 11 получается, остается по 11. И на 11 продолжаем вязать, провяжем где-то до середины, и можно потом вот здесь вот сбоку, с внутренней стороны, по одной петельке добавить сюда ближе к пятке, увеличить вот эту вот боковую сторону. Так, все. Опять захватила ниточку и по 2 петли, точно так же, как я вязала мысок, возвращаюсь обратно. Вот эти вот нитки, которые, смотрите, внизу осталось, желательно не забывать их поднимать, перебрасывать, поднимать. Ну, если забыли, потом просто можно ее под ниточками протянуть крючком к нужному месту, подтянуть вот под петлями, крючком протянуть. Все. Вот так вот, значит, сейчас провяжем правую половину, отступлю 5 петель и точно так же провяжу левую половину, закрою петли и буду обвязывать. Так, вяжем половинку. Провязали боковые части, закрыли петли. Значит, в длину у меня боковая часть в сантиметрах сейчас замеряю 11, ну, чуть-чуть с хвостиком 11.
Далее крючком я обвязываю весь следок. Значит, смотрите, столбиками без накидов обвяжу 2 ряда черным, 2 ряда розовым, 1, 2, 3, 4 и 4 черным. Если размер 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рядов оставьте. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 рядов. Крючок ввела. Обвязываем следок. Обвязали весь следок. Теперь далее переходим к подошве. Высота у меня, смотрите, сколько здесь получилось. Чуть больше 2,5 сантиметров. Так, сразу наметим середину. Вот я 13 петель средние отметила маркерами. С боковой стороны посчитала по верхним вот этим вот кромочным петелькам 56 петель у меня до конца, 13 посередине. Подошву буду вязать на 13 петлях, но начну я с 11 и в следующем ряду добавлю по одной петле. Так, это отодвину. Подвязала здесь ниточку с изнанки. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и здесь 13. Значит, 11 петель я сейчас провязываю. Набираю петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Возвращаюсь обратно. По 2 петельки провязываем вместе. Так, теперь маркер этот снимаю. Черный цвет, но вытащила петлю. И следующий ряд у меня будет 13 петель. Смотрите, первая на спице. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот эту вот мы провяжем 12 и одну доберем с краю. Первая на спице, вот следующую сразу провязала, добрала одну здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И еще одну подняла, 13. Все, теперь на 13 спицах я буду вязать подошву, соединять вот с этими боковыми петлями. Далее я захватываю и по 2 петли возвращаюсь обратно опять. Так, пришли в начало ряда. Теперь я буду в этот раз провязывать, вот крючок ввожу с изнаночной стороны. И эту петлю вытягиваю наизнанку. Вытащила ее наизнанку. Теперь вот у нас здесь образовалась такая вот петля. Я их провязала, прикрепила ее. Далее первая на спице. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И последнюю я ввожу крючок
под 2 дужки, вот под крайние 2 дужки сразу ввожу крючок, ввела крючок, вытащила петлю. Далее ввожу крючок под 2 дужки, захватываю нить, вытащила, протянула ее через последнюю петлю, опять захватила и под 2 петли возвращаюсь в начало ряда. Так, последняя. Опять я крючок ввожу с изнанки. Вытащила петлю. Вот эта вот петелька здесь у нас торчит, вот как ее назвать. Я ее прикрепляю. Далее все петли провязываем. Пришла в конец ряда. Последнюю одна дужка. И вот вторая дужка. Я под 2 дужки ввожу крючок. Вытащила петлю. Опять захватила. Протянула через последнюю. Опять захватываю нить и по 2 возвращаюсь в начало ряда. Так буду вязать всю подошву. Если нога широкая, то можно расширить и до 15 петель. Значит, довяжем, соединим все петли вот до конца, потом перейдем на пятку. Провязали подошву, теперь переходим на пятку, точно таким же методом, как вязали подошву, под 2 дужками вытягиваю петельку и провязываю. Значит, так, в сантиметрах я хотела замерить длину подошвы. Так, в сантиметрах она у меня 23 сантиметра. Ну, это в спокойном состоянии, еще пускаю на растяжку. 23,5. Так, теперь ряд сейчас я довязываю до конца. Так, пришла в начало ряда. И тут точно так же. Здесь вот дужки видно, а здесь у нас был крючок. Вот ввела, захватила, только теперь я подошву буду вязать, вытаскивать ниточку на лицевую сторону. Можно также продолжать, но я вот теперь по-другому. На лицевую сторону вытащила. И опять провязываю все петли. Так, сколько у меня было? 13 петель. Пересчитываю, чтобы можно где-то одну потерять в процессе. Значит, провязываем опять до конца все. И точно так же в конце ряда соединим. Так, последнюю провязала. И вот здесь опять же ввела крючок. Ой, здесь затянула, конечно, я, как всегда. Да что такое? Вытащила, протянула. И опять захватываю. И точно так же возвращаюсь. В общем, таким же методом, как подошву. Значит, сейчас я соединю все петли пятки, не довязывая вот здесь 8 рядов. Я начну делать убавки. Убавлю до 5 петель. Довязываю я пятку. Значит, в конце, как я уже говорила, сделаю убавки. Один ряд убавила в начале, в конце по одной петельке, вернулась обратно. Следующий ряд провязываю без убавок. И уже в следующем ряду я опять делаю убавки.
Так, первая на спице, следующие 2 петли провязываю вместе, убавила одну. Далее провязываем до конца ряда, останется 3 петли. Один, два, 3 петли осталось у меня. 2 провязываю вместе и кромочную соединяю. 2 вместе провязала. И последнюю соединяю. Убавим так петли и в конце закроем это все и сделаем обвязку. Закончила делать убавки. Все, пятка у нас закончилась. Вот такая вот пятка. Надеюсь, что как-то оно видно. Теперь последний ряд мы закрываем петли. И на этом, можно сказать, почти все. Вот у нас первая на спице, вторую петлю ввела, крючок подняла, протянула. Петельку вытащила, закрыла. Все, закрыли петли. Теперь что будем делать дальше? Дальше буду делать обвязку. Темный цвет плохо видно, поэтому я ее расскажу. Я эту обвязку делаю в каждом видео. Можно более подробно будет посмотреть. На 4 спицы по всему верху я наберу петли. У меня будет 62 петли. Провяжу 11 рядов лицевыми петлями. Выворачиваю наизнанку и прикрепляю, как я уже сказала в предыдущих видео. В самом конце видео можно более подробно это посмотреть. Все, слитки готовы. Сейчас я их примеряю. Хотя я уже примеряла. Ну вот, все. На этом мой рассказ сегодня закончен. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.